эта погодка. Такое чистое, чистое небо голубое. Если учитывать, какая в предыдущие несколько дней была погода, то сейчас, когда выходишь на улицу и видишь солнышко, то просто невероятное настроение. Мы вышли с Норой за лимоном. Решили все-таки пойти купить лимон вкусный. У нас, кстати, тепло. Хорошо. Чистое голубое небо. Это уже реально радует. Не знаю, как кого, но меня радует. Так что сейчас сходим вместе с вами. Идемте с нами. По такой хорошей погодке мы вышли с Норой. То Нора не выходила из дома несколько дней. Да, Нора? Не хотела выходить. Сейчас вот раньше, помните, когда вот во времена, допустим, моего детства все гуляли на улице. Гуляли зимой, любую погоду, до посинения, пока уже там... Да сейчас здесь и дома сидят в компьютерах. Не знаю, я не вижу. Я не вижу много детей во дворах. Так как было раньше, сейчас нет. Дети не гуляют в основной массе. Компьютерные игры. Такой сидячий образ жизни. Раньше нас, допустим, не могла мама загнать покушать. Мы утром уходили и только вечером приходили. Гуляли постоянно. Такое все красивое, красное, желтое, оранжевое. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, кто еще не подписался. Мне будет приятна ваша подписка. Лимоны. Такое впечатление, что им очень плохо. Нора, мы в АТБ будем заходить? Я, наверное, там куплю лимоны. Что-то прям какая-то беда с лимонами. Сейчас мы пойдем в другой супермаркет. Найдем себе. Но я хочу нормальные купить. Какой смысл покупать гнилые? Я вообще не понимаю вот этого, когда продают какие-то гнилые фрукты, овощи. Странно, да? Причем это в абсолютно разных супермаркетах. Я снимала, помните, недавно персики, сейчас лимоны. Сейчас посмотрим, что будет в АТБ. Многие любят АТБ. Сейчас посмотрим, какие лимончики там. Еще хотела вам сказать, кто не видел мои видео в шортс, здесь как-то получше лимончики, и стоят они гораздо дешевле. 37,95, там, по-моему, были, не помню, или 49, или 50. Сейчас выберем себе. Пару штук вот так вот взяли. Я так понимаю, взвешивать на кассе, да? Снимала, пришлось все переснимать. Там невозможный такой звук получился. Я слишком пыталась перекричать, заглушить звуки улицы. И получился такой, ну, слышать невозможно. Вы часто пишете, что дребезжит звук. Потому что без микрофона снимаю и пыталась кричать. Так вот, во-первых, у меня произошло сейчас замечательное, радостное событие, какое я поделюсь с вами спустя какое-то время, возможно, спустя месяц. В общем, не буду сейчас ничего говорить, но у меня сейчас такое произошло, что порадовало меня, порадовало. В общем, все хорошо. Еще хотела вам сказать о том, что о грустном моменте, который никто не понял, я хотела бы немного объяснить. Я выкладывала в шортс наши путешествия 5-летней давности, как мы путешествовали с Норой и Рамазом. Еще Амирана не было, естественно. По святым местам, по Израилю и Палестине. И вот когда мы были в Палестине, в Вифлееме, в храме Рождества Христова, то там такое коротенькое видео, которое на фоне этих огромных люстр
снялся Рамаз. В общем, мы там вообще, затаив дыхание, смотрели на эти работы наших мастеров 19 века. 3 люстры. Огроменные, просто огроменные. Я не знаю, но там вы можете посмотреть масштаб человека. Рамаз там был с этими люстрами. Рамаз вообще говорит, я уже точно не помню, Рамаз говорит, что там вес, представьте, чистого серебра, это все сделано из чистого серебра, это подарок Александра III, императора, храму Рождества Христова. И вес этих люстр 3 тонны. Я, честно говоря, мы сегодня спорили с Рамазом, я говорю, ну как 3 тонны могут быть из серебра, как? Он говорит, да, 3 тонны. В общем, я, честно говоря, просто в шоке. Тревога. Тревога, ну тревога у нас постоянно. Сейчас опять придется немного перекрикивать, ну да ладно. Собака бежит, тревогу услышала и бежит. Обычно у нас животные уже вообще не реагируют. А тут собака, представьте, забежала во двор. Нор, ты это видела? Собака, услышав тревогу, забежала во двор. Почти во двор. В общем, и больно и горько осознавать то, что такие шедевры, ну, мало того, что вообще эти святыни это имеют огромное значение для всего православного христианства, но еще и когда там ты побывал, когда ты это все видел своими глазами, все эти шедевры, все эти места, и не дай бог это будет разрушено. Да? Я даже себе такого представить не могу, что в связи с войной эти места могут быть разрушены. Сейчас бегу. Опять на ходу вам снимаю видео. Нет, посесть, да, записать. Ну вот так вот как-то у меня получается. Поэтому вот я выставила, чтобы осталась такая вот память. Нет, осталась память больше. Что я говорю? Все будет хорошо. Все будет хорошо, все выстоит. Эти места выстояли не одну войну. Так что все будет хорошо. Ничего не будет разрушено. Я в этом даже не сомневаюсь. Я всегда верю во все хорошее. Еще эта тревога сбила меня опять с мыслей. С того, что я вам хотела рассказать. В общем, про люстры 3-тонные из чистого серебра рассказала. Красота такая. Ну, кто был, тот знает, о чем идет речь. Тем более работы наших мастеров, наших ювелиров. Это самое, наверное, самое красивое, что бывает из разных. Просто, естественно, я буду к своему родному склоняться. Я всегда говорю о том, что мне больше всего близко к моему сердцу. Кто-то живет в других странах, им, конечно, будет близко к сердцу их мастера, ювелиры. Ну, я вот думаю вот так вот. У нас птицы поют, представляете? Вам будет интересно слышно? Птички? Тревога орет, и птички поют. Это ужасно, вот этот звук тревоги. Ну, это наша действительность, наши реалии. Никуда от этого не денешься. Все, закончилось. Друзья, всем хорошего, доброго, тихого вечера. И, главное, мирного неба. Сладких снов, кто будет смотреть уже это видео перед сном.